У страха перед глубиной нет лица. Нет шагов, нет дыхания за спиной. Есть только один простой вопрос, на который нельзя ответить честно. Сколько под тобой пустоты? Метр? 10? А если опустить руку в черную воду и ждать? Нащупаешь ли ты когда-нибудь конец? В тот раз мне принесли воду. Точнее, то немногое, что вода еще не успела забрать. Человек пришел под вечер, без звонка. Немолодой, грузный, в брезентовой куртке, от которой тянуло тиной и бензином. Так пахнет от тех, кто весь день у воды. Он молча поставил мне на верстак жестяную коробку. Ржавую, в бурых потеках, какие остаются на металле, что долго пролежал на дне. Я не сразу понял, что это. Старый бак из-под кинопленки. Он работал на районе, чистил и промерил водоемы. Цеплял со дна всякое, что туда падало за десятки лет. Эту коробку он зацепил драгой в маленьком круглом озере на краю леса. Хотел знать, что внутри. Заплатил вперед, чего у меня почти не бывает. Внутри, в размокшем поролоне, лежала катушка. Узкая, 8-миллиметровая. Такой снимали любители лет 40 назад. Пленку повело, слои слиплись, эмульсия местами сошла бурыми хлопьями. «Безнадежно», — сказал бы любой. Но я 20 лет вынимаю голос из мертвых вещей, и азарт во мне всегда сильнее здравого смысла. Я провозился с ней 3 ночи. Аккуратно расслаивал, промывал, сушил, склеивал разрывы. К 3-й ночи у меня была почти целая бобина и старенький проектор, который я держу как раз для таких заказов. Я заправил пленку, погасил верхний свет, оставил только лампу на верстаке. И запустил. Сначала на стене мастерской прыгало белое полотно с царапинами. Потом сквозь зерно и грязь проступила картинка. День. Серое небо. Маленькое озеро. Почти идеально круглое, темное, гладкое, как залитый чернилами таз. С краю лодка и в ней человек спиной к камере. Камеру, видно, поставили на берегу, на штатив. Звука у любительской пленки быть не должно. Но по краю шла узкая магнитная дорожка, и из динамика сквозь шипение пробился голос. Мужской, спокойный. Он говорил негромко, сам себе, как говорят, когда работают в одиночку. Человек в лодке опускал в воду веревку с грузом и считал. Веревка была размечена. Узелки через каждые 10 метров. Я видел, как они уходят за борт один за другим. А голос называл числа. Ровно, буднично. 50, 100, 150. Груз шел вниз, веревка не натягивалась. 200. Я смотрел на это и думал. Ну, провал, карст, бывает. Глубокая яма, ничего особенного. А потом я поймал себя на том, что проектор стрекочет уже долго. Слишком долго. Я скосил глаза на бобину. 8-миллиметровая катушка такого размера крутится минуты 3 или 4. На стене шла 10-я. Пленка все текла и текла через лентопротяжку, и ее не становилось меньше. Будто там, в круглой банке, ее было намотано куда больше, чем может поместиться. Ровно как та веревка в лодке. Она тоже все уходила за борт и не кончалась. 400, сказал голос на пленке. И в первый раз в нем что-то дрогнуло. 500. Человек в лодке перестал травить веревку рукой и теперь просто держался за нее. А она сама тянулась вниз, утягиваясь в воду, как будто на том конце кто-то медленно, терпеливо выбирал ее к себе. 800. Я понял, что давно не дышу. На счете 1000 голос замолчал. Веревка в его руках вдруг натянулась струной. Лодку дернуло. Человек качнулся, выронил катушку, схватился за борта. А вода вокруг лодки, гладкая, черная, вспучилась горбом. Не волной. Горбом. Будто под лодкой что-то очень большое и очень медленное поднялось из глубины посмотреть, кто это там стучится в самый низ. Камера на берегу дрогнула. Кадр залило черным. И проектор взвыл.
Пленку заживала, она лопнула, и хвост ее захлестал по стене, рассыпая по мастерской последние белые вспышки. Я кинулся выключать. Стоял в темноте, тяжело дыша, слушал, как стучит сердце и как капает где-то вода. Капает. Я зажег свет. Под верстаком на бетонном полу моей сухой подвальной мастерской расплывалась лужица. Темная. Я решил, это с пленки, я же ее промывал, вот и натекло с бобины. Вытер тряпкой, бросил тряпку в угол и пошел спать. Я очень хотел, чтобы это была вода с пленки. Наутро я не выдержал и поехал о том озере разузнать. Нашел старика-лесника, который живет у того края леса всю жизнь. Я спросил про круглое озерцо. Он сразу потемнел лицом. Сказал, в народе его зовут Гиблым. Что оно бездонное не в смысле глубокое, а в самом прямом. Дна у него никто никогда не доставал и доставать не советуют. «Туда лазить нельзя», — сказал он. «Кто у нее дно ищет, тот его под собой и находит». Я спросил про человека с любительской камерой. Был ли такой, давно ли? Старик долго молчал, потом сказал. «Был. Приезжий, все снимал, все хотел узнать, насколько глубоко. Один раз выгреб на середину с веревкой и грузом, и на берег больше не вышел. Лодку потом нашли пустой, а камеру на штативе, так и стоящую у воды. Кто-то, выходит, после смотал пленку, убрал в банку, да и утопил обратно, чтобы не нашли, чтобы никто больше не смотрел. Я должен был остановиться там, отдать заказчику пустую банку, сказать «не вышло, простите», взять деньги назад и забыть. Но дома меня ждали склеенный хвост пленки и проектор, и мне, стыдно признаться, было мало. Я не доглядел до конца, я не узнал, что там, на дне. А я 20 лет занимаюсь тем, что довожу чужие истории до конца. Упрямство во мне сильнее страха. Ночью я снова сел к проектору. Лужа под верстаком сзади не высохла, стала чуть шире. От нее тянуло холодом и тем самым запахом, тиной, стоячей водой, гнилым деревом. Я сказал себе, сырость, подвал, бывает. Заправил уцелевший кусок пленки, запустил. И там, на стене, снова было озеро. Только теперь камера смотрела не на лодку, она смотрела в воду, прямо вниз, в черную гладь. И голос, тот же, спокойный, снова считал. Но числа шли уже не оттуда, где он бросил, они шли дальше. 1100, 1200, и с каждым числом лужа у моих ног ширилась. Я слышал, как под голос с пленки в такт счету по бетону растекается вода. От стены, от угла, отовсюду, будто весь пол моей мастерской медленно превращался в ту самую черную гладь. 1500, сказал голос. Я опустил глаза. Вода стояла уже выше щиколоток, холодная, как могила. И, я клянусь, она не отражала ни лампы, ни моего лица. Она ничего не отражала, она просто уходила вниз, чернотой, без дна. Я хотел шагнуть к двери и не нащупал пола. Нога ушла вниз, в воду, где должен был быть бетон, и не встретила ничего. Под моей мастерской больше не было земли. Подо мной была глубина. Та самая. Я схватился за верстак, повис на нем, а проектор все стрекотал, и голос все считал, и я вдруг понял страшное. Этот человек на пленке не записывал глубину озера. Глубины у озера нет. Он считал, сколько веревки осталось у него, сколько осталось до конца. И теперь кто-то также считал меня. И тут до меня дошло то, чего я не замечал 3 ночи. Человека в лодке я ни разу не видел в лицо. Он все время сидел спиной, сгорбившись над водой, пока черная гладь по метру подтягивала веревку к себе. Пленка не хранила прошлое. Она была про того, кто смотрит ее сейчас, в темноте, один. Про того, кто захотел узнать, где дно. Та спина в лодке была моя. И это меня по метру выбирали к себе. Туда, вниз, в воду, которой не должно быть в моем подвале. Я не стал смотреть вниз. Это единственное, что меня спасло, я думаю. Я не посмотрел, что поднимается там горбом под черной гладью, что выбирает к себе последние метры.
Я зажмурился, рванул проектор за шнур, лампа лопнула, картинка погасла, голос оборвался на полуслове. И вода ушла. Просто ушла в один миг, будто ее и не было. Я лежал животом на бетоне, на твердом, сухом бетоне, и не открывал глаз еще долго. Жестяную коробку с пленкой я в ту же ночь вынес из дома. Не отдал заказчику, побоялся даже звонить по адресу. Просто отвез к тому круглому озеру, размахнулся и забросил подальше от берега. Туда, откуда ее достали. Пусть лежит на дне, которого нет. Я смотрел, как черная гладь сомкнулась без всплеска, и впервые за 3 ночи мне стало легче. Прошло 2 недели. Проектор я разобрал и убрал, лужа больше не появлялась. Я почти убедил себя, что переутомился. Знаете, как бывает, когда долго работаешь один в подвале среди старых вещей. А потом приехал тот человек в брезентовой куртке. Молча поставил мне на верстак вторую такую же коробку, ржавую, в потеках. «Еще одну зацепил», — сказал он, — «в том сосере, их там, видать, не одна». И ушел, не дождавшись ответа. Я стою и смотрю на эту банку. Открывать ее нельзя. Но я 20 лет не могу оставить вещь нечищенной, и однажды руки сделают все сами. Потому что пленок там, на дне, столько же, сколько было веревки, сколько было пола под моими ногами. Их там без счета. И на каждой кто-то ровным, спокойным голосом считает вниз. Ждет, когда следующий упрямый дурак сядет к проектору, погасит свет и захочет узнать, насколько же там глубоко. Спасибо, что досмотрели до конца. Если этот коридор стал для вас родным, поставьте лайк и оставайтесь, архив старого коридора пополняется. И помните, если вам однажды принесут вещь, поднятую со дна, почините ее, посмотрите. Но никогда, слышите, никогда не ищите дна.